Ребятки, приветствуем вас на обзоре китайского, электрического, а также люксового автомобиля за 12 миллионов рублей. Да, окей, многие из вас обзор этой машины уже видели, но мы нашли владельца этого авто. И сегодня узнаем, зачем люди, которые могут позволить себе какой-нибудь Гелендваген S-класс, уже позволили, зачем они покупают такие автомобили, какие у них вообще впечатления от китайского автопрома и какие там перспективы, на их взгляд. Сегодня узнаем. Обзор, поехали! Ребятки, для начала пару интересных фактов о марке Хуньци. Если мы все правильно поняли, произносится как раз вот так вот. Итак, компания Хуньци в переводе с китайского значит «красное знамя» или «красный флаг». Это старейшая китайская автомобилестроительная компания, основана в 1953 году. Там работает около 130 тысяч человек. Для сравнения, на АвтоВАЗе работает 36 тысяч. Первый автомобиль марки Хуньци вышел 1 августа 1958 года. Он называется CA72 и выглядит вот так. Что-то знакомое, правда? Поначалу компания делала только автомобили для высокопоставленных, именно что высокопоставленных, не всех подряд, а именно вот верхушки, для китайских чиновников. Но потом стали делать модели для всех. И вот вам несколько классных фотографий. Вот это вот Хуньци LS5, сделанный на базе Toyota Land Cruiser. Это Хуньци S9, спорткар, 1381 лошадиная сила. А есть еще тот самый автомобиль Хуньци L5, вы наверняка его видели, сделан под ретро, но внутри напичкан самыми современными технологиями. В 2017 году, когда вышла эта машина, за нее просили 6 миллионов юаней. В рублях это вот столько. Сегодня у нас на обзоре Хуньци E-HS9. Длина машины 5,2 метра, ширина 2 метра, высота 1,7 метра, база 3110 миллиметров. И знаете, что это значит? Правильно, эта машина больше, чем Mercedes GLS, BMW X7 и даже Toyota Land Cruiser 300. Вес машины 2,6 тонны. Дальше дизайн. Мы уже почитали комментарии, и вот что пишут эксперты и аналитики. Этот автомобиль я бы не стал покупать за такие деньги. Купил бы совсем другую и гораздо более интересную машину. Вот еще один интересный комментарий. Страшная морда, убогая приборная панель, почти как у Мерседеса. Дизайном этого автомобиля занимался Джайлс Тейлор, бывший дизайнер компании Rolls-Royce и компании Jaguar. Мы передадим ему ваши отзывы. Итак, перед нами, напомним, полностью электрический кроссовер. Колеса 21 дюйм, можно сделать 22 дюйма, в зависимости от комплектации. Выдвижные, пожалуйста, дверные ручки, а также два разъема зарядки. Один находится вот здесь вот, а второй, внимание, вот тут. Насколько это удобно и нужно, спросим у владельца. Кстати, о зарядке. Если станция быстрая, таких у нас немного, но тем не менее, если вы найдете, время полной зарядки всего 2 часа. Есть несколько версий. Базовая — это два электродвигателя, 436 лошадиных сил, а также есть топовая версия, 551 лошадиная сила, разгон до сотни 4,8 секунды. У машины только полный привод, и даже в базовой конфигурации пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами. Ход от 14 до 21 сантиметра. Это можно делать как в ручном режиме, так и автоматически. То есть машина сама определяет, нужно приподнять или нужно опустить. Ребятки, посмотрим, что внутри. Мы находимся в салоне базовой конфигурации. И знаете, времена, когда смеялись над китайскими автомобилями, они не просто прошли, они уже, мне кажется, далеко. Что здесь может быть? 6- или 7-местный салон, панорамная крыша. Есть панорамная крыша, дорогие материалы отделки, атмосферная подсветка, но вот это вот лучше смотреть ночью. Мы вот видели, смотрится очень эффектно. Также есть вентиляция, электроприводы кресел второго ряда. Электропривод кресла второго ряда в базовой конфигурации. Два экрана сзади. Здесь экранов нет, конфигурация базовая, но в топовой выглядит вот так. У нас есть третий ряд, при этом багажник забыли показать. Ё-моё, выйдем быстренько, посмотрим. Багажник уже открыт, на первый взгляд небольшой, но у нас 3 ряда кресел, эти опускаются, причем все на электрике. Для более удобной погрузки есть кнопка пневмоподвески прямо вот здесь. Во, я чувствую, прям вверх пошло. Небольшой отсек вот тут вот, здесь зарядка. Повторимся, это не полный объем, если опустить кресло, то места будет намного больше. Как много места. Вот большая машина, если у вас большая семья, это все-таки кайф и удовольствие. Экран есть вот здесь, индивидуальный климат-контроль. Сиденье. Удобно ли сидеть сзади? Не то слово, потому что подлокотники, электропривод,
вот до такого положения. И сзади, давайте проверим. Так, идите сюда. Я сажусь. Слушай, маловато местечко. Но это чисто детские места, у меня тут уже колени не помещаются. Но если немножко задвинуть вперед. И вот теперь я отлично сел. Тут даже есть кармашек с USB для телефона. Вот кресло, которое я только что отодвинул, чтобы сзади было удобно сидеть. Проверяем. Тоже прекрасно сидим. Самое интересное, конечно, вот там вот впереди. Вот мы сейчас смотрим. Фантастика просто. Давайте сядем, посмотрим, что впереди. Да, ребятушки, мы, конечно, разное видали, но китайские автомобили умеют удивлять. Перед нами даже в базовой конфигурации несколько экранов. Начнем вот с этого. Будем писать вот так, с двух камер. Солнце яркое, но что-то видно. Это управление климатом, управление подогревом руля, подогревом стекла, заднего стекла. Есть режим для курильщиков даже. Вот настолько приоткрываются стекла и люк. Есть основной экран, где у нас информация о скорости, предупреждения разные. Вот здесь вот появляются. Если включить заднюю передачу, камера даже погоду показывает. 25, какой 25? 34 сейчас. Еще один экран, но, видимо, вот это вот для тех, кто едет вот здесь, потому что все, что мы здесь нажимали, там ничего не происходило. Можно, конечно, долго радоваться качеству материала, как все сделано, но стоит ли это своих денег? Какие впечатления у владельца? А вон он пришел уже. Сейчас, девочки, 5 минут, ставим камеры и следующая часть. Так, Ираклий, здрасте. Здравствуйте. Давайте объясним сначала, почему вас нельзя показывать. Вы личность слишком известная, да? Да нет. Но не хотелось бы лишних вопросов. Да, совершенно верно. Хорошо, как скажете. А и так постоянно останавливают гаишников с вопросом, а что это такое? Да? Да, и когда это происходит, еще и будут, зачем? То есть вы человек не секретный, просто не любите лишнее не внимание? Нет. Зачем? Ладно, как скажете, ваша, так сказать, просьба, можем ехать? Можем ехать. Так, ну как вам? Вы знаете, я в восторге. Сейчас 90% времени езжу на этом автомобиле. 90%. 90%. Можно нескромно поинтересоваться, у вас в автопарке еще есть автомобили? Да, Разные, немецкие автомобили? да. Так. Прежде чем появился этот автомобиль, я купил Теслу. Так, Это был мой первый электрический автомобиль. у вас и Тесла есть? Есть. Теслу я взял в аренду, вот мне очень хотелось попробовать. Я Так. взял в аренду, проездил 3 дня, и вот эти вот... То есть Мерседес едет из 4 секунд, а Тесла едет из 3. Да. Вот это 1,2 секунды, это какая-то пропасть. Просто. Серьезно? Это просто пропасть. Наверное, все когда-то с Nokia переходили на iPhone. Точно. И вот так же, как с S-класса, Так. перейти на Теслу, Так. это абсолютно те же ощущения, когда я перешел с Верту на iPhone. Ничего себе. Вот я могу аналогию провести. Но мы едем в другом автомобиле. Да, но мы едем в другом автомобиле. Почему? Объясню. И 90%. Тесла стоит в гараже. Хотя она у меня с марта прошлого года. И проехал я на ней 17 тысяч. И это были прекрасные 17 тысяч, пока я не сел сюда. Сколько отдали? А я отдал 122 500 Долларов. евро. А, в евро. В евро. Она у меня норвежская. И это большая разница между китайской В смысле и норвежской. норвежская? Она в Норвегии еще есть официально? Да, я ее привез из Норвегии. Ничего себе. Есть прекрасный человек, который на этом специализируется. Ага. Это девушка, я не знаю, можно говорить, нельзя, но, в общем, я ей очень благодарен, потому что это первый европейский автомобиль китайский Да. вот здесь. Интересно. Как мне кажется, в Китае нет патентного права, и это сборная солянка. Если вы посмотрите на руль, то вы поймете, что это Porsche. Если вы посмотрите, Кстати, похож. если вы посмотрите на сиденье, то вы поймете, что это BMW-шное сиденье. Если вы посмотрите на крышку, то вы увидите, что это S-класс. И можно продолжать, потому что вот это кажется от Таурега вообще. Можно поинтересоваться, как вы используете эту машину? Вы ездите один или возите семью, с кем-то ездите? У вас 7 мест. Большую часть времени я езжу один. Вот в такой большой машине? Да. Но я да, и мне нравится. Я, как бы, но здесь еще мне очень было удобно. У меня Тесла 7-местная. Эта история, когда туда надо попасть на 3-й ряд, Ага. она очень неудобная. А здесь можно просто пройти? А здесь можно очень пройти. А здесь, если вы сидели, Да. Да. Сзади, да. там великолепно, Удобно. И туда можно пройти, никак не испытывая никакого дискомфорта. Ко мне приезжал позавчера моего близкого друга
лично товарищ, и он приехал ко мне на 7-местный, на X7. Не, подожди, да, X7. X7 7 BMW, мест, да. да, BMW большая. И все. И я ему дал телефон Дарьи, и она ему то ли повезет, то ли вот У сейчас... него Майбах X7, он поездил на этом. Это, И говорит, и он в восторге. так вот еще раз, столько здесь получается всего неочевидного, это вы не используете. Разгон не самый быстрый, это вообще от других машин. Но Да. тем не менее машина стоит серьезных денег, и вы отдали за эту машину. Еще и друзей подбили на покупку. Что же вас так вот привлекает в ней? Я, наверное, можно, знаете, как говорят, лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать, или Есть как-то такое. так, да. Я могу нажать на газ, и могу переключать режимы, и когда я начну это делать, вы тихо. все поймете. Я не знаю, когда надо, она едет прекрасно. Едет Я- отлично. Когда она ко мне приехала, там, где вы, я же в области живу, Так. куда вы проезжали, там бы, я думаю, надо попробовать. И я думаю, ну если что, вытянем. Ничего с нами случилось. Она поднялась, мы проехали вот так вот по сугробам, которые были выше клиренса. То есть это еще и внедорожник Да. отчасти. Она мягче, чем S-класс. Она Мягче, мягче, чем чем S-класс. На комфорте она мягче, чем S-класс. Про батарейку. Важно будет людям об этом узнать, потому что когда было 390 здесь, либо 390, либо максимум, что я пока видел, это 444. Пробег на одной зарядке. Да, что ты только выезжаешь, ты проезжаешь 10 километров, и у тебя, ну, или, может быть, 15, да, вот ближе к МКАДу подъезжаешь, и у тебя бах, вместо там 400, 390, Так. 310. А как это так? Ну, вот так. Как-то так. Как-то так. И я думаю, ну, блин, в общем, очень стрёмно. И я все время ездил с этим чувством, что стрёмно. Да. Я сейчас где-нибудь останусь. Когда я выехал и доехал до МКАДа и понял, что минус 70 километров, а по факту я проехал 17 километров, Так. и я думаю, ну, что-то либо разворачиваться, либо, ну, что делать? Я думаю, да, надо попробовать эко. Я проехал 185 километров, и у меня осталось 55%. Ну, похоже То, на есть, правду. то есть, похоже на правду, Похоже что на правду. гипотетически он может проехать 300. Да. То Но и есть, то это максимум. да, гипотетически. И то даже в эко. Где заряжаете? Дома, в гараже, тесловской зарядкой. А где вы ее взяли? Дарья. А, Магическое имя Дарья, да. Дарья. Магическое имя. Она поставила, когда я купил Теслу, она мне помогла с зарядкой для Теслы. Теперь эта зарядка для Теслы заряжает вот этот автомобиль. Пошел массаж. Чувствуете Очень. разницу? Это вот Ну, их 3 вида всего. Три Вот, вида например, в S-ке О. там 6. А ты чувствуете, как сильно? сильно, да. Прям Да. как следует. По поводу ремонта и обслуживания. Ну это же важно. Да. Какие вы Я есть? все мои надежды на Дарью. Есть куда везти его автомобиль там как-то? Ну не Дарья же там, она не сидит с ключами с гаечными. Точно нет, но она точно знает. Куда его везти, если что, Да. что-то делать? В Казахстане, кажется, есть представительство. Этой компании. Да. А. И с казахами будет попроще, чем с Норвегией. Да, совершенно Вот. И точно. я думаю, что что-то придумают. Можно нескромный вопрос? Вы чем вы занимаетесь? Хотелось бы про ваш, так сказать, рассказать бизнес. Телеком. Телеком. Красивыми номерами. Телефонами. Телефонными. Да. О, я тоже в свое время занимался. Красивыми номерами? Да, рынок Царицына, Савеловский рынок, Митинский радиорынок. Ну, я, да, практически с юношества тоже этим и занимаюсь. Так. Так и занимаюсь там уже больше 20 лет. Это до сих пор приходит, приносит какой-то доход? Да, это же как бы Россия. Да, это правда. То есть, если нужен красивый номер, это к вам, в Да. вашу компанию. Да, Ну, мы ссылочку агентство укажем. связи. А сколько сейчас стоит вот самый дорогой номер, который у вас есть, если не секрет? Я боюсь наврать, но сколько-то миллионов рублей. Несколько миллионов рублей? Сколько-то миллионов рублей. Люди- В зависимости от количества повторяющихся цифр. Ну, то есть там 7 семерок какой-нибудь. Люди... 7 семерок, да. 7 семерок тоже есть наверняка. Я вот сейчас еще раз про стоимость подумал, сказали 110 тысяч. 122 500 122. евро. Если сейчас посмотреть и попробовать что-то понять, что стоит там условно 10-12 миллионов рублей, Да. то я не знаю, но что можно купить. Сейчас же X5 и 6 стоит в районе там 13-15 миллионов. Наверное. И то он точно не будет ехать из 5 секунд. Да.
точно не будет ехать. То есть, по факту, вы получили очень Все- даже... быстро, Да. Я точно уверен, что оно стоит своих денег. Вот так я хочу сказать. Вот интересно, вы дошли практически до пика современного автомобилестроения. S-класс, Tesla Model X. Да. И вот эта машина, которая вам нравится больше, чем Tesla Model X, значит, она у вас есть опыт, значит, она технически совершеннее по некоторым моментам. Что дальше? Вы знаете, как вы вообще... я не знаю, как с этим быть, что дальше. Я очень жду 223 AMG-шные. Сейчас мы доехали, я вам покажу баги. Баги? Ну, интересно? Нет, не то, баги в машины. Давайте, Косяки. Это же абсолютно новая машина. Просто все время я говорил все только самое хорошее, правда? Да. Ах, этот Ваня. Что, уже Да. починил. А что было-то? Сейчас покажу, может быть, тут осталось. Есть такая штука. Да, кто-то... Или Илья. Когда вот эта штука отклеена, она наклеила. Так. И вот эти вот внизу все вот так вот висело вниз. И ты открываешь... Серьезно? Да. Ты открываешь... Вот это это? приехала новая машина. И вот эти резиночки, они вот так вот висели. И их пришлось подклеивать. Потом есть еще моменты. Ну вот просто... вот то же самое, что... ну возьмите. Ну, вы можете себе представить такое в немецком Мерседесе? автомобиле? Ну, нет, конечно. Ну, вам же нравится. Очень. Да, это самое главное. Ну да. Ну и классно. Спасибо, что уделили нам время. Вам спасибо. Стоит своих денег, точно, да? Точно, 100%. Ребятки, вот такая вот история. 122 тысячи евро отдали за этот автомобиль, и хозяин говорит, что очень доволен, при том, что у него большой опыт владения разными автомобилями, в том числе дорогими. Вот что подумалось, если прямо сейчас за такие автомобили, даже пока что не официально ввезенные и без официальной гарантии, люди платят 122 тысячи евро и говорят, что они абсолютно этим довольны, явно есть о чем подумать. Китайские автомобили продолжают удивлять. Специально ждали какое-то время, чтобы найти настоящего владельца такого автомобиля и поговорить с ним, и мне кажется, оно того стоило. Ждем ваши комментарии, увидимся, пока.